Вечер был промозглым. Легкий дождь размывал огни города. Анна стояла у входа в отель «Ривьера», в старом пальто, с потертой сумкой и надеждой, что удача сегодня вспомнит о ней. После 3 лет безработицы ей позвонили из агентства. Есть шанс. Только держись уверенно. Но вместо собеседования она стала свидетелем странной сцены. Из дверей отеля выбежала испуганная женщина в вечернем платье. За ней 3 мужчин. Один держал папку с документами. Женщина схватила Анну за руку и прошептала: «Пожалуйста, помоги». Анна не успела ответить. К ней подошел высокий мужчина в дорогом костюме. Холодный взгляд, уверенный шаг. «Мисс Уилсон», — произнес он, — «вы не можете сбежать». Женщина спряталась за Анну. В этот момент мужчина неожиданно посмотрел ей прямо в глаза и тихо сказал: «Скажи, что я твой муж». Анна растерялась, но послушалась. «Да, это мой муж». Тишина. Мужчины отступили. Женщина воспользовалась моментом и исчезла. Когда все закончилось, незнакомец выдохнул. «Спасибо. Вы спасли человека, даже не понимая как». Он представился: Даниэль Грейсон. Имя, знакомое каждому, миллиардер, о котором писали газеты. Перед уходом он сказал: «Вы спасли не только ее, возможно, и меня». Через неделю к офису, где работала Анна, подъехал черный автомобиль. «Мисс Соколова», — сказал водитель, — «мистер Грейсон ждет вас». Они встретились в ресторане. Даниэль рассказал правду. Та женщина, его сестра Лили. Ее пытались использовать против него. «Если бы вы тогда не сказали те слова, — сказал он, — она бы пропала». С тех пор они начали видеться чаще. Он просил помочь с бумагами, приглашал на кофе, однажды на прогулку по старому парку. Анна видела, что за образом холодного бизнесмена скрывается усталый человек. «Почему вы всегда один?» — спросила она. «Потому что одиночество честнее, чем ложь», — ответил он. «Но теперь я начинаю забывать, каково это — быть одному». Через несколько месяцев начался скандал. Пресса обвинила Грейсона в махинациях, его арестовали. Анна не могла смотреть, как его обвиняют в том, чего он не делал. Она сама нашла документы, доказывающие невиновность, и принесла их в суд. Когда судья спросил: «Кто вы такая?», Анна подняла голову и сказала твердо: «Я его жена». Грейсон, сидевший за стеклом, улыбнулся впервые за долгое время. Через неделю его оправдали. Он приехал к ней, не сказав ни слова, просто обнял. «Ты снова сказала, что я твой муж», — прошептал он. «На этот раз потому, что сама захотела», — ответила она. Весной они поженились тихо, без прессы, без блеска. Когда шли под цветущими деревьями, он улыбнулся. Все началось с одной фразы. Анна рассмеялась. «Значит, судьба просто попросила меня сказать это первой». Он остановился, посмотрел на нее и прошептал: «Тогда скажи еще раз». «Я твоя жена», — ответила она, улыбаясь. И дождь больше не казался холодным.